Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Сегодня у нас интересный обзор. Нет, не Глока 17, а, скажем, его внучатого племянника, внука деда, брата свата Glock 43X. Я думаю, что такой дичи вы, такой маленькой дичи, точно еще не видели. Хит. Итак, что это такое? Это такой себе ПМ по-австрийско-американски реалиями 2020-х, в реалиях 2020-х годов. Если мы сравним его с папой Глоком 17, мы увидим, что Glock 43X является носителем вот тех конструкторских идей и решений, которые есть у бати. То бишь, это надежность, это функционал, это общее, скажем, конструктивное решение. И тем не менее, вот узнаваемость вот прям находится на очень и очень высоком уровне. Что касается вот посадки в руке, эргономики и удержания, это, я вам скажу, уже не Glock. Потому что вот эта тонкая ручка в паре с таким углом наклона делают данный пистолет, ну прям таки действительно удобным. Это вам не Glock 26. Давайте рассмотрим этот пистолет более детально. Вот сейчас Glock 17 я просто показываю для сравнения, чтобы у зрителя сложилось впечатление о том, что собой является в габаритном отношении Glock 43. И, положив Glock, поговорим о данном пистолете более подробно. Что мне у этого пистолета понравилось? Как я уже сказал ранее, это положение, посадка в руке. Прям вот реально круто. И что впечатлило, это то, что при таком маленьком габарите, к примеру, у всех конкурентов, там FN 503, например, или Smith Wesson Shield, везде количество патронов будет меньше. Пистолет плоский, он действительно плоский, малогабаритный и очень вот удобный в руке. Вот Глоку, конструкторам Глока, инженерам Глока удалось добиться того, чего они не могли добиться в предыдущих поколениях компактов, сделав такой пистолет настолько удобным, что его действительно не хочется выпускать из рук. Давайте пройдемся по пистолету более подробно. Запирание классическое для Глока, короткий ход ствола, опускание казенной части, запирание осуществляется боевыми упорами, служит патроник, вырезы окна гильзы выбрасывателя. Есть интересные моменты в виде насечек на передней части. Это прям вот must have для любого пистолета, это то, что должно быть. Есть неплохой предохранитель автоматический на спусковом крючке. Это прям фишка Глока, но тем не менее у данной модели он присутствует и выполнен вот так, как оно должно быть. Разбирается данный пистолет точно так же, как разбирается и его взрослый собрат. То есть опустили рычажок, вот есть упоры. В принципе, что касается направляющих затвора, они здесь небольшие. Впереди и сзади предусмотрены. Я думаю, что на стрел этот пистолет какой-то выдержит, но это явно не его старший брат. Одна тяга спускового крючка, это в принципе нормально. То есть здесь не амбидекстерная кнопка сброса затвором задержки. Да? И что касается самого спуска, это обычный спуск, который в принципе по своим качествам очень близок к пятому поколению, там, или даже четвертому поколению обычного привычного Глока. Теперь, что касается самого, да, интересная такая двухсоставная с двумя типами пружин. Возвратная пружина на направлялке. Качество обработки деталей, как обычно, на очень высоком уровне для Глока, стандартном уровне для Глока, высоком для всех остальных производителей. И прицельные приспособления такие же классические, как у всех остальных изделий. Но самая интересная фишка данного пистолета заключается в том, что его плоский магазин все-таки 10-зарядный. Потому что все другие компакты имеют 8, а то и 7-зарядные магазины. И для увеличения емкости магазина им приходится применять пятку. Если сюда, кстати, эту пятку применить, то мы получим еще более функциональный пистолет, получив 12-зарядный магазин. Прям такой себе, ну, почти дотянул до форта 12 по емкости, но тем не менее остался в габарите великого всеми почитаемого ПМа. Есть ПМ, да? Так уж вышло, друзья, что у нашего оператора случайно оказался ПМ. Совпадение? Не думаю. Ну, служит человек. И вот мы не могли не сделать, конечно же, очную ставку. Встречайте, легенда против пластикового дерьма, извините, против новых технологий. Ну, до ПМа немножко не дотянул. Вот насколько все-таки удачный пистолет ПМ, вы понимаете? Вот идеальная эргономика, насколько классно сбалансированы цвета. То есть деловой черный стиль сочетается с классическим коричневым цветом ручки. Идеальные насечки,
овал. Овал это практически, вот когда берешь ПМ в руки, ощущение такое, что ты сидишь за рулем Rolls-Royce, на тебя смотрит большой значок Rolls-Royce. Точно так же я воспринимаю вот этот овал на ручке. Спуск здесь просто вот феноменальный. Вот, ну, вот является прародителем всех спусков спортивных пистолетов. А прицельные приспособления таковы, что они позволяют стрелять не целясь, а вот прям даже по плоскости. И в принципе, когда мы стреляем или плоскостью, или через прицельные приспособления, мы одинаково их не видим. Насколько же это круто. Итак, давайте вернемся все-таки к вещам попроще, к нашим бренным таким простецким пистолетикам. Glock 43X не дотянул до ПМа ни по каким параметрам, но это не мешает нам его зарядить и немножко пострелять. Я скажу вам, вангую, я с этого пистолета ни разу не стрелял, вангую, что отдача, наверное, будет таки не маленькой. Давайте сразу зарядим. Так, магазин от Glock 17 чуть не вставил, они не взаимозаменяемые. Вот 10-зарядный пистолет, 10-зарядный магазин, первый выстрел. Слушайте, да он в отдаче, кстати, на самом деле не так уж и как бы небольшой. Ну, чувствуется отдача, но это не те компакты, к которым мы привыкли. Компакты, которые мы заслужили. Но он требовательный, более требовательный к хвату, нежели Glock 17, потому что все-таки длина ствола, короткий затвор, длина ствола и мощный патрон дают о себе знать. Но отдача не настолько большая, чтобы прям вот переживать за это. Вырывай чуть из рук. Прям вот еще захотелось, вы знаете. Сразу же для более красочного ощущения мы возьмем Glock 17 и постреляем ради удовольствия 17. Ну да, конечно, тут говорить нечего. Компакт никогда не подойдет к фулл-сайзу по уровню контроля отдачи. Что хочется сказать? Вы понимаете, можно за этот Glock говорить много, но по факту мало кто в своих выпусках сравнивает эти пистолеты в стрельбе. Если честно, я почему не смотрю многие оружейные каналы, потому что, к примеру, там много технической информации, которая мне как стрелку абсолютно неинтересна. Ну, что мне лично даст, там, к примеру, знание того, в каком году там было принято решение о том или ином типе затвора задержки. Меня интересует конечный результат. Не, ну давайте так сразу ПМ не трогаем, не надо писать в комментариях. Это лучший пистолет. Он удачный настолько, что уже по большому счету с 48 или 49 года не претерпеть никаких изменений, кроме там бороды, каких-то настроек спуска и, конечно же, красного предохранителя. Знаете, что такое красный предохранитель? Вот он. Это вот роскошь по-советски. Практически платина. Вот. А если мы говорим о пистолете, я скажу вам следующее от себя. Это компакт, который задрал планку настолько, что по большому счету остальные производители уже, скорее всего, в ближайшие несколько лет будут явно равняться на это изделие. И если бы, к примеру, мы говорили о том, что можно было бы носить пистолеты каждый день при себе в кобуре или там в кармане, а не возить, как мы, на стрельбище по разрешению в металлическом сейфе, то я бы, наверное, все-таки задумался о покупке такого карманника, как пистолета второго шанса. Что касается точности, ну давайте еще зарядим буквально 5 патронов, встанем на какую-то там дистанцию, метров 40 и простреляем из этого пестика на эту по маленькой мишени. Ну, 40 метров здесь мы не нашли, потому что лень переносить мишени. Возле тоже еще одного советского роскошного автомобиля ВАЗ-2107, чуть-чуть левее дальше, сзади стоит мишень. Вот сейчас мы с этого компакта тут 4 патрона несколько раз по ней стрельнем и посмотрим, стрельбище пустое. Посмотрим, попаду ли я по мишени. Чуть левит. Ну, патрон СТВ, он на многих пистолетах требует перестрелки, перепристрелки. Взяв вправо, все попадает. Как бы на самом-то деле даже для такого маленького компакта такое расстояние абсолютно не является препятствием. Попадать из этого пистолета можно. Вангую, что в принципе в грудную мишень еще и на сотку попасть можно. Костя, слушай, пошли на 100 метров все-таки бахнем с него. Не переключайтесь.
Мы перешли на галерею 150 метров, на дистанции 100 метров. Бронеплита 30 на 35. Пробуем попасть из этого пистолета. Хит. Хит. Попадает. Хит. Ну, нет, надо все-таки на 150 стрельнуть. А вдруг? Почти. Рядышком. Ну, 150, честно говоря, для него это немножко запредельная дистанция. Я думаю, что в грудную мишень попасть таки реально, но вот в бронеплиту надо, во-первых, брать с этой длиной ствола на 2 фигуры вверх, а во-вторых, конечно, данный спуск и короткий ствол оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, на сотку все-таки с этого малыша подалось. Это лишний раз подтверждает то, что данный пистолет задрал планку компактов вот прям нереально вверх. И остальным производителям надо уже крепко думать, что делать с этим конкурентом. Вернулись мы на свой рубеж. В общем и целом, по сумме качеств, данный пистолет оказался весьма интересным изделием. Как пистолет постоянного ношения. Ну, в нашем случае он, конечно, поселится в клубе и будет жить в клубе. И стрелять периодически с него будут только те, кто хочет прям вот пострелять с Глока 43-го. Понравился ли мне этот пистолет? Он мне, честно говоря, очень понравился в рамках тех задач и тех функций, которые в него заложены. Хотел бы я себе такой пистолет? Ну, как бы и да, и как бы и нет. Нет, просто по той простой причине, что в нашей ситуации пока закона нет, ношения нет, но он скоро будет, я в это верю. Закона нет, ношения нет, как бы он мне и не нужен. В спорте он неприменим и на стрельбище здесь. А если бы ношение было, конечно же, такой пистолет must have, я бы его купил. Глок, как обычно, ставит жирную точку в споре о компактах или вообще о каких-то конструкторских решениях. И все остальные начинают его наследовать. Получилось ли это сделать у 43-го в рамках вот своих габаритов и своего назначения? Безусловно. Это новое слово в компактах. Если было интересно, есть что сказать, обязательно напишите в комментариях. Мне будет крайне интересно узнать ваше мнение. Даже если вы не считаете Глок лучше, чем Макаров. Пока.